Венера – это прекрасная, элегантная планета. На поверхности она кажется очень спокойной и почти безмятежной, укутанной в мягкие облака, словно в одеяло. С посторонней точки зрения понятно, почему ее назвали в честь Венеры, римской богини любви. Но загляните под слой облаков, и вы обнаружите совершенно противоположное. Жаркие температуры, вулканизм и давящая атмосфера – вот что на самом деле ожидает вас на поверхности. Мало мест в нашей Солнечной системе более смертельно опасных, и ее среда, насыщенная кислотой, делает посещение почти невозможным. Так что же мы знаем об этой прекрасной, но адской планете? Больше, чем вы могли бы подумать. Венера вторая планета от Солнца, и она является нашим ближайшим соседом. Ее средний радиус орбиты вокруг Солнца составляет 0,72 астрономической единицы, или приблизительно 108 миллионов километров. Он почти не отклоняется от этого среднего значения, поскольку это планета с наименьшей эксцентричностью орбиты, вращающаяся почти по идеально круговой траектории. При наибольшем приближении к нам Венера оказывается ближе всех остальных планет, находясь всего в 41 миллионе километров. Интересно, однако, что это не тот момент, когда она ярчайшая на нашем небосводе, потому что когда она находится ближе всего к нам, мы видим лишь ее ночную сторону, так как она располагается между нами и Солнцем. Тем не менее, ее можно заметить, поскольку солнечный свет преломляется через атмосферу. На самом деле она наиболее яркая, когда на небе виден ее тонкий серп, и когда это происходит, она является самым ярким объектом на ночном небе после Луны. Поэтому Венера нередко ошибочно принимается за неопознанный летающий объект. Президент Соединенных Штатов Джимми Картер сообщил о наблюдении НЛО в 1969 году, и последующий анализ предположил, что это, скорее всего, была Венера. Бесчисленное множество других людей также принимали Венеру за нечто более экзотическое из-за ее поразительной яркости. Недавно у меня была возможность посмотреть на Венеру через телескоп, и, как ни удивительно, ее серп был очень хорошо виден. Поскольку Венера обращается между нами и Солнцем, вы, возможно, задаетесь вопросом, случаются ли с нашей точки зрения на Земле солнечные затмения с участием Венеры, и ответ – да, но удивительно очень редко. Транзиты происходят парами, промежуток между транзитами в паре составляет 8 лет, но каждая такая пара возникает лишь примерно раз в 100 лет. Последний транзит произошел в 2012 году, а если вы его не видели, боюсь, следующий пройдет только в 2170 году 217 столетия. Причина такой редкости заключается в том, что плоскость орбиты Венеры не совпадает точно с плоскостью орбиты Земли. Кроме того, Венера догоняет Землю лишь примерно каждые 584 дня. В сочетании эти два фактора обеспечивают, что, хотя это и является зрелищным и предсказуемым явлением, у нас, вероятно, будет возможность увидеть его лишь 1 или 2 раза в течение жизни. Все планеты обращаются антилево вокруг Солнца, и Венера не является исключением. Но в отличие от всех остальных планет, она вращается по часовой стрелке, другими словами, имеет ретроградное вращение. Более того, у нее чрезвычайно медленное вращение. Один оборот занимает 243 земных дня, медленнее, чем у какой-либо другой планеты. Это делает звездный день длиннее, чем венерианский год, поскольку венерианский год длится 224 земных дня. Если вы помните из моего недавнего выпуска о Меркурии, звездный день – это один полный оборот планеты. Однако из-за этого ретроградного вращения солнечный день, то есть от восхода до восхода, на Венере значительно короче и составляет 117 земных дней. Это означает, что вы испытали бы чуть менее 2 венерианских суток за 1 венерианский год.
я хочу дать вам представление о том, как медленно она вращается. На экваторе планета вращается со скоростью всего 6,5 км в час. Такое медленное вращение делает ее вторым по сферичности объектом в Солнечной системе после Солнца. Неясно, почему Венера вращается в обратную сторону по сравнению с остальными планетами, но это может быть следствием крупного удара другим объектом миллиарды лет назад, приливного захвата со стороны Солнца или приливных эффектов в венерианской атмосфере. Ее масса и размеры очень похожи на земные, поэтому ее часто называют нашей сестрой или двойником. Венера является одной из 4 внутренних земных планет и представляет собой скалистое небесное тело. Ее диаметр немного меньше земного – 12100 километров против 12740 километров у Земли. А плотность равна 5,3 грамма на кубический сантиметр по сравнению с нашей плотностью 5,5 грамма на кубический сантиметр. Это означает, что сила тяжести на Венере всего на 1/10 слабее, чем на Земле. Ускорение свободного падения на поверхности составляет 8,9 метра в секунду в квадрате. Но на этом сходство заканчивается. На поверхности Венеры атмосферное давление в 92 раза больше, чем на Земле. Это эквивалент давления на глубине 1 километра под океанами Земли. Причина этого в том, что плотность атмосферы Венеры, в отличие от земной, в 93 раза выше. Если уместить такое количество газа в пространство, немного меньшее по объему, чем на Земле, становится понятно, почему атмосфера настолько плотно упакована. Атмосфера состоит главным образом из углекислого газа и в сочетании с облаками диоксида серы дает сильнейший в Солнечной системе парниковый эффект, что приводит к средним температурам на поверхности около 462 градусов Цельсия. Это делает температуру поверхности выше, чем на Меркурии, хотя Меркурий находится ближе к Солнцу и Венера получает лишь 25% солнечного излучения по сравнению с Меркурием. Разница в том, что у Меркурия нет атмосферы, сохраняющей тепло, тогда как у Венеры такая атмосфера имеется. Это означает, что ночью и даже на полюсах температура остается относительно постоянной. Венера действительно очень жаркая, она поглощает огромное количество тепла и, подобно термосу, удерживает его, не давая ему уйти. При осевом наклоне всего в 3 градуса сезонные изменения температуры также минимальны. Скорость ветра у поверхности Венеры не очень велика, всего несколько километров в час, но из-за толщины атмосферы он оказывает значительное давление на препятствия, перемещая мелкие камни и пыль по поверхности. С другой стороны, на уровне облачного слоя скорость ветра намного выше и достигает 300 км в час. Эти ветры на верхушке облаков огибают планету примерно за 4-5 земных дня, что заставляет планету выглядеть так, будто она вращается гораздо быстрее, чем в действительности. Сам слой облаков находится выше плотного слоя углекислого газа и состоит главным образом из диоксида серы и капель серной кислоты. В качестве побочной заметки серная кислота крайне коррозийна, и этот кислотный дождь лишь добавляет к адской природе Венеры, хотя он испаряется, прежде чем достичь поверхности. Облака Венеры являются очень отражающими, пропуская лишь около 10% солнечного света, и поскольку они покрывают всю планету, они препятствуют визуальному обзору поверхности из космоса. Эти облака также способны создавать молнии, подобно земным, хотя это происходит реже. Недавно было обнаружено, что у Венеры имеется крупный вихревое образование у Южного полюса, подобный тому, что наблюдается на Сатурне. На изображении Венера находится слева, а Сатурн справа. Они имеют довольно разную форму,
Венера имеет один большой шторм, тогда как на изображении Сатурна каждое черное пятно представляет собой отдельный ураган, а главное вихревое образование находится в центре. Вихрь на Венере расположен на высоте приблизительно 59 километров, то есть чуть выше облачного слоя. Это подводит нас к интересному моменту, касающемуся атмосферы Венеры. На высоте примерно в 50 километров давление воздуха и температура были бы терпимы для земных стандартов. Даже сила тяжести ощущалась бы очень похожей на земную. Единственная проблема для человека, находящегося там, это сам воздух. Но если бы вы оказались в герметичном корабле или помещении, условия на этой высоте были бы довольно похожи на земные. Теперь я хочу немного вернуться на поверхность Венеры, так как у нас имеются настоящие фотографии поверхности, благодаря пионерским усилиям советских миссий в 60-е, 80-е годы. Зонд «Венера-7» в 1970 году стал первым зондом, когда-либо посадившимся на другую планету и передавшим данные обратно. Предыдущие попытки заканчивались потерей сигнала до касания поверхности. Венера-7, вероятно, опрокинулась при посадке, и поэтому единственное показание, которое он дал, было значением температуры на поверхности, равным 475 градусам Цельсия. Венера-8 подтвердила, что на поверхности видимость была довольно хорошей, с дальностью видимости около 1 километра, так как облачные слои заканчиваются на достаточно большой высоте, что делает возможным использование камер в будущих миссиях. Венера-9 прислала первое изображение поверхности Венеры. Венера-10, Венера-13 и Венера-14 в течение нескольких лет отправляли больше изображений, в этот раз в цвете, а также огромное количество данных относительно условий на планете. С тех пор было выполнено множество зондов, которые картировали поверхность Венеры. Используя радар, они могут видеть сквозь облачный покров и получать изображение ландшафта планеты в очень высоком разрешении. Поверхность Венеры усеяна большим количеством крупных, но не обязательно активных вулканов. На ней имеется 167 вулканов диаметром более 100 километров. Единственный комплекс такого размера на Земле – это большой остров Гавайи. Это не означает, что Венера вулканически активнее Земли. Скорее, это обусловлено тем, что кора Венеры значительно старше земной. На Земле действуют плиты тектоники, которые выпускают тепло и регулярно обновляют поверхность. Регулярно здесь означает, по крайней мере, каждые 100 миллионов лет. Венера, напротив, не имеет плит тектоники. Вместо этого ее кора оценивается как имеющая возраст примерно от 300 до 600 миллионов лет, когда, по всей вероятности, произошло глобальное событие перерисовки поверхности. Теория состоит в том, что мантия под корой настолько нагрелась, что прорывалась сквозь кору и покрыла большую часть поверхности лавой. Невероятные 80% поверхности Венеры состоят из остылых лавовых равнин, и на ней буквально сотни тысяч вулканических образований в том или ином виде. Также на Венере обнаружено 900 ударных кратеров, хотя нет кратеров с диаметром меньше 3 километров. Это связано с тем, что любые объекты меньше 50 метров в диаметре разрушатся и сгорят в атмосфере, прежде чем достигнут поверхности. И, наконец, давайте посмотрим на ее магнитосферу. У Венеры отсутствует собственное магнитное поле, что удивило всех при первом открытии, поскольку состав Венеры очень похож на земной, но при отсутствии дополнительных данных трудно сказать, почему это так. Тем не менее, исследование, опубликованное в журнале Earth and Planetary Science Letters в 2017 году, предположило, что это может быть связано с отсутствием массивного удара в истории Венеры. У Земли был, по крайней мере, один массивный удар. Тот, что привел к образованию Луны, и, возможно, он сыграл роль в запуске нашего магнитного динамо.
Но у Венеры не было подобного удара, возможно, это объясняет отсутствие аналогичного магнитного поля. В любом случае, в результате этого солнечная и космическая радиация значительно взаимодействуют с верхней атмосферой планеты, порождая молнии и индуцированную магнитосферу. Солнечный ветер также уносит малоплотные молекулы из атмосферы, в результате чего Венера имеет хвост, похожий на хвост кометы. При определенных условиях этот хвост может щекотать Землю, когда планеты находятся в конфигурации друг относительно друга. К сожалению, этот хвост не виден невооруженным глазом. К сожалению, на этом наше видео подходит к концу. Но я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы досмотрели до этого места. Если вам понравилось, у меня есть много других видео о наших планетах, которые могут вас заинтересовать, поэтому обязательно ознакомьтесь с ними. Наша Солнечная система полна действительно удивительных объектов, и всегда есть что открыть. А пока еще раз спасибо за просмотр и до встречи в следующем выпуске.